Привет. Недавно я делал опрос в целом, кто чем занимается. Те люди, которые подписаны на мой канал, они имели возможность ответить на него, и это бы мне помогло в будущем делать какой-то более целевой контент. Вот. И исходя из него, я решил сделать такое видео, в котором буду показывать сегодня, как можно сделать достаточно симпатичный рендер с визиткой в блендере с использованием дополнительных небольших вот таких вот приемов. Вот. Так как большинство людей у меня ответило, что они занимаются каким-то оформлением своих шотов, кейсов и прочего, я подумал, что, в принципе, такой контент, он бы хорошо подошел, ведь далеко не все хотят углубляться в это все, и такие вот небольшие инструкции, они бы могли очень кому-то помочь. Вот, поэтому давайте начинать. Начнем с того, что будем выстраивать нашу сцену. Создадим plane, но, как всегда, screencast case. Так. Давайте еще раз. В принципе, все вот теперь слева видно. Создаем plane, но я его увеличу буквально в 2 раза. И в режиме редактирования просто сделаю extrude вверх, чтобы сделать вот такой вот полубокс, если можно так сказать. Вот. Затем я добавлю, как это у меня было на самом рендере, добавлю вот такой вот куб, на котором это все будет дело стоять. И здесь выберу привязку к вертексам, чтобы можно было зажать GZ и Ctrl и навестись на нужный мне вертекс, да, чтобы вот поднять, примагнитить сам куб сюда. Ну и та же самая история, только к этой стороне. Пока немножко в сторону оттащу и сделаю камеру. Вот. Камеру, давайте ее плюс-минус нормально как-то выставим, чтобы это было примерно как у меня там на рендере. То есть там у меня где-то вот такое вот положение было у этих вещей. Может быть, даже чуть-чуть вот так вот можно поскейлить. Ну и примерно пока что я вот так вот оставлю его. Затем что? Затем, наверное, стоит уже добавить и саму визитку. Как я ее буду делать? Я отталкиваюсь от оригинальных пропорций, то есть классические это такие 9 на 5 сантиметров. И вы, конечно, можете делать по тому размеру, который у вас. Как, собственно, я это буду делать, чтобы сохранить эти пропорции, было проще с разверткой. Просто создаю новый plane, нажимаю N. Здесь в Item есть вкладка Dimensions. Я поставлю просто 9 на 5. Вот она получилась такая вот огромная, но вот ее если просто поскейлить, то можно, в принципе, выбрать нужный нам размер. Так, теперь я ее хочу повернуть, так как мне это будет симпатично. Так, пока выставлю вот так вот. И там она у меня немножко была вот так вот наклонена, поэтому я, наверное, то же самое сделаю и здесь. Так, тут она не совсем примагничивается, поэтому я просто вот так с помощью вида сбоку вот так вот ее подниму. Так, теперь можно бы еще ее немножечко вот так даже наклонить, чтобы там было это все чуть-чуть более явным. Давайте посмотрим, как это смотрится здесь. Я, наверное, сильно наклонил уже здесь. Так, теперь я хочу взять ее немножечко вот таким образом наклонить. Немножко увеличить. Ну и сейчас идет такая вот игра с тем, как сделать наиболее приятную композицию, чтобы она вас устраивала. Поэтому тут, в принципе, на свое усмотрение можете это все расставлять. Выставлю я это все прямо на таком вот уголке, чтобы было какое-то интересное напряжение, как будто бы она падает. Вот или что-то типа этого. Вот тут вот выставлю. И здесь тоже прям впритык с этой стеной. Я ее подтяну. Я знаю, что у меня стена вот здесь заканчивается, поэтому я здесь вот так вот ее и поставлю. Может, еще наклоню. Так. Вот так сделаю. Да, вот, наверное, что-то такое, поэтому повторю те же самые действия, просто чтобы это все выровнять. Так,
теперь у меня она немножко не в том положении, поэтому довыставляем заново. Так, вот тут вроде как все. По расположению здесь все теперь меня устраивает. Значит, так, почему-то тут показывает, что мышка используется, но в общем неправильно, но я думаю, что это вам не сильно много чего говорит. Вот. Главное, что клавишу видно. Так, теперь что мы будем делать? Теперь мы хотим нашу визитку немножко взять и утолщить. В режиме редактирования просто делаем, нажимаем E, чтобы сделать экструд. Вот, ну и думаю, где-то до такого состояния, просто чтобы она была не плоская, может у вас она будет просто в другом вообще положении. Поэтому, я думаю, этого должно быть достаточно, поэтому Ctrl-A нажимаю и применяю Scale. Вот. Затем, что тут будет достаточно и простой развертки. Так, поправлю тут. Тут будет достаточно смарт-развертки, нам не обязательно будет выставлять все вот эти вот симы для швов. Ну, в общем, кто разбирался в UV, тот поймет. Тем, кто не хочет в этом разбираться, просто повторяем, нажимаем U, Smart UV Project и просто ОК. Вот, и сейчас у нас создалась вот такая вот развертка, которую пока что можно будет в сторону и оттащить. И сейчас вы поймете, как ею пользоваться, собственно. Так, теперь что мы делаем? Давайте посмотрим в режиме рендера. Сразу поставим Cycles. Вот. Так, поставлю GPU себе. Поставлю... У вас, к слову, такого освещения не будет, но сейчас мы к этому подойдем. Сейчас все это покажу. И сразу поставим Color Management, там где Look, на High Contrast. Ну или можно что-то поменьше, Medium High Contrast. Вот, пока что пусть будет так. Значит, потом по поводу освещения. У нас его будет 3 штуки всего. Давайте посмотрим, как это смотрится сейчас. Я добавил простую HDRI-карту, то есть тут просто Shift-A, Environment Texture. Ну, собственно, ее добавляем. И потом вот эти ноды тоже можно просто присоединить. Или же подключить аддон Node Wrangler и Ctrl-T нажать, и они сами появятся. Вот. Какую я здесь использую HDRI-карту, вы можете посмотреть вот здесь. Я на сайте Polyheaven. Вот по названию, в принципе. Я думаю, что вы сможете найти, что это в целом за карта. Вот. Сейчас я только, наверное, хотел бы взять и ее немножко по-другому разместить. Тут у меня, в принципе, уже есть плюс-минус готовые значения, поэтому я пока что здесь укажу вот так вот 21. Вот. Затем, что я хочу сделать? Так. Я хотел бы взять и силу уменьшить до 0.1. Просто чтобы мы сейчас могли добавить еще другой источник света. Чтобы мы могли добавить сюда. Так. Light и Spotlight. Вот, Spotlight мы будем сейчас делать такую вот интересную тень, в которой будет использоваться, собственно, и текстура листка. Вот, как это все будет выглядеть, мы сейчас просто пока что вот так вот нажмем на точку и потянем пока что сюда. Давайте глянем в целом, как это все выглядит. Но пока что это выглядит у нас никак. Вот, нам надо бы сейчас взять и добавить силу для нашего освещения. 200. 200. Теперь вот здесь 0.15. 0.15. Потом можно spot size, в принципе, немножечко увеличить. Такой. И вот так вот чуть-чуть побольше поставить. Ну, точнее, до максимума blend. Вот. И теперь надо сделать так, чтобы у нас этот сам источник света, он был немножко в другом месте. Вот, примерно пока что, я думаю, мы можем использовать вот подобные значения. Так, вот, хорошо, они у нас есть. Теперь так, немножко еще вот так вот подвигаю. Я думаю, где-то вот так. Ну и, наверное, пока что что-то вот такое. Но при этом меня не сильно устраивает
то, как сейчас выглядит вот эта тень. Она должна выглядеть по-другому. На HDRI-карте, я думаю, мы можем немножко это все дело еще подкрутить и поставить 121, чтобы получить именно примерно ту же самую тень, которая была в том самом референсе. Вот, и за счет HDRI-карты мы дополнительно получаем вот такие вот интересные места, где тень не просто черная, она еще имеет какой-то дополнительный оттенок. Вот, и еще один источник света, который нам нужно добавить, это Point Light, просто который будет вот эту тень, которая здесь находится, немножечко ее ослаблять, что ли. Вот, делать ее чуть-чуть не такой темный. То есть пока что вот свет у нас будет находиться именно в таком положении. Вот, затем, что нам надо сделать? Нам надо добавить тот же самый листочек, который у нас вот здесь вот будет, от которого падает тень. То есть его тоже можно достаточно просто найти. Можете написать просто листок PNG или там на английском leaves PNG. Вот, и тогда вы найдете то, что вам нужно. Вот, но сейчас я буду использовать аддон, который называется у нас Image as Plane. Image as Planes, вам его надо включить. И затем здесь найти, то есть выбрать тоже Image as Planes и выбрать нужное вам изображение. Вот, собственно, мое. Я его просто беру, выбираю, и оно, собственно, да и появляется. Вот. А теперь его надо немножко доделать. Здесь я просто возьму и альфа отключу. Так как у меня фон белый, мне это не подходит. Мне надо color рампу сюда подключить и просто color подключить к альфе. Вот. Но теперь это надо сделать немножечко получше. То есть, чтобы это работало так, как надо. Вот. По сути, инвертируем. И теперь у нас получается вот такой вот объект. Вот. Который осталось только повернуть адекватно, чтобы он у нас хорошо подходил под сцену. То есть я его вот так вот увеличу. Пока что не обращаем внимания на то, что он нам немножко мешает визуально в сцене самой. Да, ну и пошла такая вот игра с тем, как его лучше расставить, чтобы была и тень, и при этом он ничего тут не перекрывал. Так, да, нам теперь надо в данной вкладке, в вкладке Visibility, выключить его отображение на камере. Давайте его вот так вот еще покрутим. Вот, и мы получили вот такую вот интересную тень. Ну, опять же таки, вы можете ее взять и крутануть, по сути, так, как вам будет на это приятнее смотреть. Вот я немножко изменяю тут расположение вот этого источника света. Может быть, вот так вот. Если посмотреть через камеру, тут четко видно то, что есть какая-то более темная область, а есть вот такие вот светлые полосы, которые у нас идут, и это тоже добавляет какого-то интереса к картинке. Также дополнительно мы можем сейчас использовать кривые, чтобы взять это все, сделать более приятным на вид. Ну вот так, может быть, все-таки хай-контрастным. Ну да, хай-контраст, в принципе, вполне себе. Вот, и сделаем пока что эту сцену вот примерно такого вида. Пока что со светом мы закончили, может быть, нам потом еще что-то захочется изменить, но пока мы оставим это именно в таком виде. Теперь мы возвращаемся к нашим остальным объектам, им тоже можно взять, их выделить. U, Smart TV Project, окей. Даже сначала применяем Ctrl-A Scale, вот, да, сначала Scale, а теперь Smart TV Project. U, Smart TV Project, окей. Это нам понадобится, чтобы применить просто текстуру. Так, что мы делаем? Мы выделяем визитку, делаем ей новый материал. Затем сразу же мы берем и Ctrl-Shift-T. У меня есть визитка, которую мне, скажем так, одолжили. Я пока что ее буду использовать. Вот, ссылку, собственно, на человека в знак благодарности я оставлю. Может, вам что-то будет интересное посмотреть по поводу дизайна. У него на канале это есть. Вот, но я буду пока что использовать его визитку. Я выделю ее вот. Так, no matching images found. Давайте попроще. Image texture. Open. Textures. Не туда. 10x. Так. У меня тут asset. Да, собственно. Ctrl-T. Значит,
Тут будет небольшая такая возня с текстурами, но я думаю, что вы сможете со всем этим разобраться. Предлагаю пока что просто постепенно все делать. Значит, вот тут сейчас нам понадобятся наши развертки. Так, я все же решил, что в этой ситуации будет проще развернуть это все дело не смарт-разверткой, а обычной ручной, но тут все тоже достаточно просто будет, поэтому мы просто все выделяем в режиме редактирования. Нажимаем правой кнопкой мыши, Mark Sim, затем просто U, Unwrap. Смотрим, что у нас в UV эдитинге. Все, то, что нам все нужно. Что мы только сделаем? Мы выделим вот эту сторону, видим, что она вот здесь находится. И давайте ее подгоним под нашу модель. Так. Тут оно все должно, по идее, примерно впритык получиться. Вот, но я думаю, что вот так вот будет нормально. Давайте посмотрим. Да, только она развернута. RX 180. Так, нет. RY 180. Не получается. Просто может тогда Mirror X. Все, и вышло у нас. Да, теперь нам надо расправиться с остальными частями вот этой вот визитки. Но так как тут у нас визитку видно только с одной стороны, мы, в принципе, можем их выделить. И на них какую-то такую болванку текстуры накинуть. Вот плюсик, New. Нажимаем сразу же вот то, что мы выделили вне нашей вот этой стороны. Нажимаем Assign. Ну и тут можно будет просто выставить какой-то вот такой вот черный цвет. Нам эта сторона, в принципе, пока что не то, что пока что, в принципе, не понадобится. Так, давайте смотреть, что у нас там дальше. Дальше хотелось бы взять и для вот этих вот элементов белых добавить какой-то текстуры, такой шероховатости, и сделать их металлическими. То есть сейчас мы делаем bump. Так, выделяем bump, ставим сюда. Потом просто noise texture. Сюда вот так вот мы делаем к нормалке. И, собственно, фактор к высоте. Но тут тоже стоит поиграться, как это вам больше нравится. Я буду пока что такие вот предзаготовленные настройки выставлять. Вы можете, в принципе, их тоже повторить. Так, 500, 0, 0,1, distance, тоже 0,1 пока что выставлю. Вот. Пока что я буду использовать именно вот такой вот текстуру, может быть, даже чуть-чуть ее послабее сделаю. Ну, что-то вот такое вот. Затем roughness я подтяну. Roughness подтягиваю и немножко добавлю металлика. В целом, конечно же, на визитке в реальной жизни нет никакого металлика, но это нам в целом не должно помешать, чтобы сделать ее более приятной на вид. Так, вот. Есть такое. Можем, в принципе, добавить еще Bright Contrast, чтобы как-то дополнительно регулировать ее темноту. Я думаю, вот так вот пока что можно оставить. Что мы делаем дальше? Дублируем. Mix. Так, Mix Shader. Подключаем. Затем можно Color подключить к фактору. Просто чтобы отсеять это все дело. Ну и вот видите, что мы по сути отсеяли на второй материал вот эту вот верхнюю часть. И тут мы уже максимум металлика выставим. Roughness мы вот сюда поменьше. Чуть-чуть, да. В принципе, bump. Можно, конечно же, взять и то же самое подключить, но я скопирую просто, чтобы он был еще меньше. Чтобы он совсем был еле-еле заметным. Так. Roughness я подниму вот так вот немножечко. Да, вот что-то такое пока что. Может, нам дополнительно еще придется со светом немножко поиграться, просто чтобы эти все беляки, они лучше смотрелись. Так, затем что? К этому бампу, в принципе, мы можем подключить еще одну, скопировать вот здесь вот
вот эту вещь сюда вставить. Так, перетаскиваем. Оп, вот сюда вот. И, наверное, пока соединю Noise Texture, добавлю Color рампу. Так. Так. Чтобы просто нам было это все легче регулировать, мы сейчас будем делать вот здесь вот вдавливание вовнутрь. Как мы будем это делать? Я пока подниму вот тут силу. Силу подниму. Вот до такой степени. И у меня есть еще дополнительная текстура, которую я буду использовать. Это, по сути, та же самая визитка, но я просто взял ее и слегка подразмыл в фотошопе. То есть, вот она называется Blur. Да, и вот такие вот вещи она нам будет делать. Выглядит она ровно так же, просто вот как вы видите, она немножко совсем размыта. Так, а Color рампой мы можем вот так вот регулировать ее края. Я думаю, что... В принципе, результат этот меня устраивает. Что бы я, может быть, хотел только сделать, но это чтобы она действительно получше подсвечивалась вот здесь вот. Чтобы она была как будто бы заметнее, что ли. В принципе, я думаю, что мы сможем этот вопрос решить каким-то дополнительным источником света. Ну или же покрутить старый. Но я пока посмотрю, как оно мне поможет. Ну нет, делает сильные засветы, поэтому пока что возьму просто старый источник света. А ну-ка. Немножко вот так вот крутану, посмотрю в целом, что оно мне дает. Так. Если вот так. Нет, верну в старое положение. Вот, стало чуть-чуть тут лучше подсвечиваться. Мне, в принципе, это нравится. Тут что у нас? Тут оно сильно заходит там в стенку. Уменьшим. Ближе к стене. Так, находим тот угол поворота, под которым это все будет смотреться получше. Хорошо. У нас такое вот, собственно, да и есть. Что мы делаем теперь? Я бы, наверное, хотел силу вот этого источника света уменьшить. Буквально немного. Буквально немного. Так, смотрим. Хорошо, это есть. Теперь нам надо добавить... камере я бы хотел добавить глубину. Пока что максимально увеличить, чтобы найти вот это место, где у нас резкость. Так. Так. Вот где-то здесь только что было. Уменьшаем. Вот, собственно, мы поймали эту четкость. Теперь просто давайте выставлять 0,7. Пусть будет пока что, да? Нет, это много. 0,5. Пусть будет пока что будет 0,5. Так. Хорошо, это мы сделали. Тут я повыше слегка, чтобы оно было посветлее в целом. Затем в сторону оттяну. Вот, хорошо. Где-то вот здесь. Хорошо, теперь давайте добавим текстуры на остальные объекты. Как мы это сделаем? На текстуры я качал ровно с того же самого сайта Polyheaven, нашел вот такую вот текстурку. Я скачал, просто делаю новую текстуру. Ctrl-Shift-T. Текстуры. Выделяю все. Подключаю. Все, у меня это все подключилось. Текстура у меня тоже наложилась, но она слишком большая. В скейле я поставлю 3. Так. Можно даже 5. Так. Чуть-чуть подкрутим. Ну, тут сильно заметно то, что оно повторяется. Давайте вернем 2. И вот так вот подвигаем. Теперь я делаю Color рампу.
подключаю сюда. И вот так вот меняю, по сути, вот это дело. Так. Можно чуть-чуть больше белого. Или же нет? Так. Пока что оставлю вот так вот. Затем продублирую эту текстуру. Так она называется 0.4. А здесь, значит, я выберу 0.3. Верно? Верно. Можно, в принципе, оставить так, как вам нравится это. То есть с тем же цветом. Но я, наоборот, хочу это вот так вот инвертировать и сделать посветлее. Так, вот. Вот что-то, наверное, подобного плана. Можно даже поскейлить 4, 4, 4. 3, 3, 3. Ну, наверное, пока что что-то вот... Что-то пока в этом роде. Вот тут может быть чуть-чуть потемнее. Саму визиточку может быть тоже чуть-чуть посветлее. Так, нет, это слишком уже светло. Тут пошли уже такие вот минорные вещи, которые, в принципе, вы можете и сами подтягивать, или же в каких-то сторонних редакторах, или в самом блендере. Так, я, в принципе, еще думаю, чтобы я мог... Как бы я мог всю вот эту историю улучшить. Может быть, если мы сейчас повернем визитку. Да, это оно. Мы ей добавим намного лучше блики-то, получается. Ищем. Вот тут как будто бы да, но что если так? Что если мы еще возьмем нашему основному материалу пока что? Так, не основному, а вот этому материалу. Так, уменьшим. Roughness где-то вот так вот. Так, ну я вот вижу здесь, что оно как-то посветлее находится. Но я пока ищу именно тот самый момент, который бы дал мне нужный результат. Но я думаю, вы сейчас понимаете, чем я занимаюсь. Поэтому я думаю, что у вас не должно возникнуть проблем с тем, чтобы повернуть это так, как вам это надо. В любом случае, пытайтесь найти наилучшее именно решение, исходя из того, что у вас есть. То есть вы можете как крутить саму визитку, так и дополнительно крутить источник света, чтобы он, может, дал вам какие-то дополнительные интересные вещи. Или же, наоборот, HDRI-карту докручивать. То есть, может, вам и это поможет. То есть я возьму вот так вот условно, покручу, ну и стало как-то темнее. Если вот так вот, то вроде светлее, поэтому давайте, может быть, следующим образом это все сделаем. Так, визитка как будто бы слишком светлая. Object 0, 0, 0, 5, 0, 4. Смотри, что есть. Металлика поменьше. Да, он металлик делает нам потемнее немножко, поэтому мы поменьше сделаем. Спекуляр. Ну, точнее, не спекуляр, а roughness. Тоже можно немного поменьше. Так. А ну-ка, если мы вот теперь вот так сделаем. Оп, есть такое. Ну и можно теперь как-то финально это все уже разместить. Немножко вытяну. А здесь наоборот вниз. Так. Включаю тут во viewport denoise пока что, чтобы просто быстро посмотреть. 300 сэмплов. Давайте не здесь, давайте вот здесь. Так, сейчас оно получше сделает. Да, мы фактически пришли к тому же самому результату, только тут дополнительно вы можете эти все вещи как-то допиливать, доделывать.
Например, экспозицию можно слегка поднять, чтобы оно не было таким темным. Можно взять нашему источнику света еще уменьшить его, по сути, разброс. Вот этот вот свет, так, spot size. Да, вот что-то такое. Так. Подкрутим. Вот. Ну и в конечном результате вы получаете прекрасную просто визитку, которую вы можете использовать в своих проектах. Тут мы, получается, разобрали, как быстро использовать UV, чтобы наложить какие-то такие простенькие вещи по типу там визитки. Как просто разместить вот эту вот текстуру и как можно поработать со светом, чтобы это давало нам, например, вот такие вот красивые тени от листьев, которые мы можем доделывать. Ну, например, вот как я сейчас всего лишь немножко покрутил, и, собственно, в конечном итоге получилось довольно-таки интересно. Этот Spotlight, может, нам и не надо, а может и надо. Ну, например, мы поставим тут троечку, да. Вот что-то так вот изменим. Тут у нас интересные такие вот оранжевые вещи есть от тени, которые добавляют определенной живости. Вот, ну, в принципе, это все. Я показал все, что хотел. Если у вас есть какие-то предложения по поводу того, чтобы можно было еще показать на видео, я с радостью это возьму, разберу и попытаюсь записать по этому поводу ролик. Вот. А пока что у меня все. В целом, спасибо большое. И вот хочу закончить, но вот и хочу параллельно сделать вот тень не черную. Вот, теперь точно все. Пока.